music on this legendary stage, and we hope you will help us to enjoy this friendly atmosphere of Hammersmith Odeon. Thank you very much. This is Autograph. Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Знаете, бывало такое. Сидишь у радиоприемника, и вдруг сквозь треск эфира пробивается что-то настоящее. Вот и группа «Автограф». Они были именно таким сигналом из будущего. Первые, кто за бугром, за железным занавесом слышал слово «советский рок» и не морщился, а кивал с уважением. Московские ребята сумели сделать невозможное. Они взяли гитары, добавили драйва, профессионализма и вдруг уже гастролируют в Варшаве или в Праге. В эпоху, когда для большинства наших музыкантов за границей была чем-то из области фантастики, они играли на одной сцене с западными коллегами. И не просто играли, а держали марку. Весна 79-го. Советский Союз еще держится, но под кожей уже пульсирует что-то новое. И вот распадается високосное лето. Одна из тех групп, что зажигали на московских сценах. Но гитарист Александр Ситковецкий, человек с дипломом Гнесинки и с душой настроенный на серьезную музыку, не собирается сдаваться. Он решает, новый коллектив будет другим. Не просто рок-н-роллом на русском, а нечто профессиональное, выверенное, почти камерное, но с драйвом. И ключевое слово – консерватория. Не случайные уличные гении, а те, кто знает нотную грамоту как свои 5 пальцев. Первым откликнулся Леонид Гудкин, студент консерватории по классу барабанной дроби. Нет, друзья, по классу фагота. Представляете, человек, освоивший этот благородный, чуть ли не барочный инструмент, берет в руки бас-гитару. И вдруг оказывается именно тем, кого искал Ситковецкий. А сам Александр в своих воспоминаниях добавляет красок. После распада високосного лета у меня осталось много своей музыки, не реализованной. Были инструменты, было желание, собрал костяк, Леня Гудкин на басу, Леня Макаревич, пианист из консерватории, и я. Барабанщики, как водится, мелькали, пока не осел Володя Якушенко, но певца не хватало. И тут вернулся Крис Кельми и привел с собой Сережу Брутяна. Вот тогда все и стало на свои места. Александр Ситковецкий – человек с тонким слухом не только к музыке, но и к людям. Собирал группу не по принципу, кто громче кричит, а по принципу, кто умеет слушать. Не нужны ему были яркие галстуки, начес до небес или театральные жесты. Ему нужен был звук, чистый, выверенный, взрослый. И он собрал, знаете ли, настоящую супергруппу. Фаготист да басом, пианист из консерватории, гитарист с дипломом Гнесинки. Арт-рок, симфорок. В Советском Союзе это звучало почти как ересь. А они играли. И играли так, что западные коллеги потом качали головы с уважением. И вот исторический парадокс. Страна готовится к Московской Олимпиаде. Власти вдруг решают, а давайте покажем миру, что у нас тоже есть современная музыка. Не только хор имени Пятницкого, но и, вы понимаете. И вот в эту брешь, тонкую, как струна скрипки, врываются активисты рок-культуры. Рождается фестиваль «Весенние ритмы» в Тбилиси. Туда съезжаются те, кого раньше знали только по магнитофонным записям. «Машина времени», «Аквариум» и совсем еще зеленый, но уже опасно серьезный «Автограф». Представляете картину? Полгода репетиций в подвале общежития под Автозаводской, между батареями и запахом краски. За аренду помещения отработка по субботам на студенческих танцах. Но уже тогда в этих подвальных джемах звучало нечто
невероятное. Виртуозный арт-рок с социальными текстами. Сочетание, которое в те годы было все равно, что смешать водку с шампанским. Рискованно, но чертовски эффектно. И вот в Тбилиси, март 80-го. 8 дней фестиваля под южным солнцем. Автограф приезжает почти без концертного опыта, но с программой, собранной за несколько недель в лихорадочном творческом порыве. 2 клавишника, плотная аранжировка, тексты, которые заставляют не только танцевать, но и думать. И что в итоге? 2-я премия. И, внимание, специальный приз за лучшую музыкальную композицию «Ирландия Ольстер». Песня о чужой гражданской войне, в стране, где о своей-то не всегда было принято говорить вслух. Огонь пожарить не согреет тебя. Запрещено, нельзя. Кстати, сегодня в нашем эфире прозвучит и тот самый мотив, что ворвался в советские квартиры весной 80-го года и заставил даже самых строгих родителей прислушаться. Безымянная увертюра, которую позже с легкой руки какого-то из слушателей окрестили «Пристегните ремни безопасности». Эта композиция стала визитной карточкой автографа. Не крикливый, не скандальный, а именно музыкальный. Без слов, но с таким напором, с такой плотной фактурой звука, что понимаешь. Перед тобой не любители из подвала, а музыканты, для которых ноты – родной язык. И в одночасье вся страна узнала это имя. Журналисты, до того осторожно обходившие рок стороной, вдруг выстроились в очередь. Расскажите, как вы этого добились? А добились трудом и чуть-чуть удачи. Сразу после тбилисского триумфа фирма «Мелодия», да, та самая, обычно осторожная в своих экспериментах, выпускает первый авторский миньон группы. Пластинка маленькая, но настоящая. Как визитка джентльмена, скромная, но с гербовой бумагой. Но жизнь, друзья, не стоит на месте. Летом 80-го состав меняется. Крис Кельми уходит в театр имени Ленинского комсомола, где из обломков Виктории создает свое рок-ателье. И, признаемся честно, 2 клавишника в рок-группе – это все же перебор. Как 2 рулевых на одной лодке. А Володя Якушенко, барабанщик, решает вернуться к учебе. Музыка, конечно, прекрасна, но диплом тоже не помешает. Его место занимает и Виктор Михалин. Молодой, горячий, готовый вести ритм-секцию вперед. И вот тут исторический поворот. Олимпийская оттепель. Этот короткий, почти мимолетный момент, когда Министерство культуры на миг расслабило хватку, позволило автографу сделать невозможное, не меняя репертуара, не смягчая текстов, не превращаясь в поп-оркестр, выйти на профессиональные рельсы. Москонцерт заключает с ними трудовое соглашение, впервые в истории советского рока, официально, по документам, с зарплатой и гастрольными маршрутами. Май 82-го. Сережа Брутян, певец автографа, вдруг вспомнил о заброшенной кандидатской диссертации по филологии. В общем, ушел в науку. И на сцену вышел Артур Михеев из легендарных «Волшебных сумерек», одной из первых московских хард-роковых команд. Взял псевдоним «Беркут». И знаете, друзья, иногда имя выбирает человека. Этот голос, мощный, хрипловатый, с металлическим отливом, стал настоящей визитной карточкой группы, как будто сама музыка обрела голос. А тут кино. Лирическая комедия Леонида Квинихидзе «Шляпа» с Мирошниченко, Савельевой, Марковой и с песней автографа на саундтреке «Монолог». Молодежь ее подхватила, переписывала с экрана на магнитофоны, напевала в институтских коридорах, но в кабинетах «Мелодии» и Министерства культуры эту песню подвергли, как там говорили, серьезному разбору и вынесли вердикт.
Произведение с нездоровым настроением. Представляете, нездоровое настроение в песне для лирической комедии. А чиновники между тем все настойчивее советовали музыкантам: вернитесь-ка к бесконфликтной любовной лирике, типа «Я тебя люблю, ты меня любишь» и точка, без вопросов, без тени сомнения, но без души. И вот парадокс, достойный отдельного эфира. Начало 80-х, настоящее золотое время автографа. Гастроли от Таллина до Владивостока, залы забиты до отказа. Студенты встречают их как героев. Группа приносит государству хорошую прибыль. Но художественный совет фирмы «Мелодия» усматривает в их композициях двойное дно и категорически отказывается выпускать виниловые пластинки. Представляете картину? Они зарабатывают деньги, а на винил их не пускают. Как будто хотят сказать: зарабатывайте, но не оставляйте следа. Это был тот самый абсурд эпохи, когда системе было выгодно иметь таких музыкантов, но страшно признать их вслух. Не был бы тенью слабый и слепой, что живет трусливо за чужой спиной. Знаю себя, зла не тая, так хочу, чтоб тот, кто вслед за мной идет, смелее был, чем я. Самое интересное в раннем автографе — это то, что они начинали с чистого листа. Они выросли из високосного лета, как дуб из желудя. Те же корни, но крона уже другая. Выше, ветвистее, сложные инструментальные партии, музыкальные темы, что вспыхивали ярко и тут же растворялись, как дымка над Невой утром. Не для того, чтобы вернуться, а просто чтобы быть мимолетным озарением. Это был не поп-рок для танцпола, это была музыка для тех, кто умеет слушать. А тексты? Тут-то и начинались разговоры в кабинетах, потому что автограф отказался от привычной формулы: партия, Ленин, комсомол, и счастье наступило. Вместо этого поэзия настоящая, с метафорой, с тенью, с недосказанностью, и с человеком внутри, не абстрактным советским юношей, а живым сомнениями и мечтами. За это их критиковали, мол, где приближение к советской действительности? А действительность, друзья, она ведь не только в трудоднях и урожаях. Она и в ливне над городом, и в капризах души, и даже в марсианских хрониках. Именно в начале 80-х, по свидетельству тех немногих журналистов, кто смел писать правду, группе удалось то, к чему стремятся все настоящие музыканты. Органичное слияние слова и звука. Не текст под музыку и не музыка под текст, а единый организм. Ливень, блюз-каприз, марсианские хроники, песни, которые молодежь переписывала с магнитофона в магнитофон, как священные тексты. А еще союз с Марией Пушкиной. Профессиональная поэтесса, работавшая ранее с високосным летом. Она поняла главное, а музыкантам не нужны были банальные строки. Им нужен был голос, интегрированный образ личности, от которой звучало повествование. И она его создала, как будто за каждым куплетом стоял не анонимный певец, а человек с историей, с характером, судьбой. Это подняло художественную ценность их материала на совершенно другой уровень. Музыкально они смотрели на Запад, не с завистью, а с пониманием родства. Кинг Кримсон, Прокол Харум. Да, в них слышалось эхо этих британских мастеров арт-рока. Но это был не плагиат, это был диалог через железный занавес, через океан, через языковой барьер. Музыка, как говорил кто-то мудрый, не нуждается в паспорте. Свет планеты, водопадов, кипящих синий пар. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи.
И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. 83-й год. Воздух в стране гуще, как туман над Невой уже в ноябре. Закручивание гаек. Это не метафора, это реальность. Концерты отменяют, репетиции проверяют, тексты читают с лупой. И автограф, группа, которая никогда не искала конфронтации, но и не умела петь фальшиво, принимает отчаянное решение идти на всесоюзный конкурс артистов эстрады. Представляете, те самые эстрадные будни с бантиками и улыбками до ушей. А на сцену выходит арт-рок с острыми текстами и симфоническими аранжировками. Но это был не компромисс, это была тактика. Вторая премия, полученная там, стала для музыкантов чем-то вроде волшебного пропуска. Лауреат, и чиновникам уже сложнее придраться. Тот год был годом борьбы за выживание, но, как часто бывает в нашей жизни, именно в проруби льда появляется воздух. Звание лауреата открыло дверь, ту самую, за которой начинался железный занавес. И весной 83-го автограф впервые выехал за границу. Куда? Разумеется, в Болгарию. Куда же еще? Как говорили тогда, в братскую страну социалистического лагеря. Первые 2 недели – тишина. Залы полупустые, публика сдержанная, будто не верит своим ушам. Это из Советского Союза? Но музыка, друзья, она не знает границ. Под конец гастролей что-то щелкнуло. Болгары поняли, перед ними не ансамбль песни и пляски, а настоящая рок-группа. Появились журналисты, телекамеры, аплодисменты, невежливые, а горячие, искренние. Для них это было откровением. Оказывается, за железным занавесом тоже бьется сердце рока. А потом ГДР, снова Болгария, Венгрия, Чехословакия, телесъемки, концерты, рукопожатия. Музыканты, еще недавно отстаивавшие право играть в подвалах Москвы, теперь несли советский рок через всю Европу. Становление автографа приходится на нелегкие для советского рока годы. Поток запрещающих инструкций и жесткий отбор специальными комиссиями оказывают влияние на идеологию их творчества. Тем не менее, именно в это время происходит шлифовка стилистического языка. В экспериментах с сочетаниями различных ритмических интонаций сказывается владение колоссальным объемом музыкальной информации. От классики конца XVIII века до элементов классического джаза. Автограф заявляет о себе как группа, играющая арт-рок, музыкально сложный, но более безопасный в социальном смысле. Реквием памяти Джона Леннона, по сути, становится реквиемом по временам единения музыки и слова, отголоском ранее написанного високосниками реквиема по растоптанной землянике в августе. Внезапное окончание периода либерализма, отмечал Андрей Бурлак, поставило автограф и других представителей бывшего андеграунда, легализовавшихся при тех или иных государственных концертных организациях, в сложное положение. Бдительная цензура существенно ограничила их репертуар.
Возможность гастролировать сошла на нет, а единственным произведением автографа, продолжавшим звучать по радио, оказалась арт-роковая интерпретация оркестровой сюиты Георгия Свиридова «Время вперед». 3 года творческой жизни. И итог. Альбом, записанный в начале 84-го. Музыканты вложили в него все. Опыт Тбилиси, болгарские гастроли, боль ухода Брутяна, мощь голоса Беркута. Но мелодия, тишина. Винил — закрытая территория, и тогда случилось то, что стало символом целой эпохи. Альбом ушел в народ. Не на прилавке, в подполье. Магнитофонные пленки, перемотка от руки, шипение ленты, соседский магнитофон «Маяк». Так страна слушала свою настоящую музыку. Не ту, что разрешали, а ту, что нужна. Следующая большая работа автографа — сюита «Век номер 20». Почти моноопера, сочиненная специально под голос Беркута. Этот хрипловатый бархат, эта мощь, этот тембр, от которого мурашки бежали по коже. Музыкальный материал богатейший, оркестровые волны, неожиданные соло на бас-гитары от Леонида Гудкина, саксофонные импровизации самого Беркута, виртуозные пассажи Лени Макаревича за клавишами. Профессионально группа вне досягаемости, как швейцарские часы, каждая деталь на месте, каждый аккорд выверен. Но отклика не последовало. Тишина, а на улицах, в подворотнях, студенческих общагах гремел уже другой рок. Социальный, грубоватый, местами неумелый в технике, зато острый, как бритва. Тексты, от которых замирало сердце. Про очереди, про ложь, про любовь в бетонных коробках. И публика, уставшая от изысков, бросилась туда, к простоте, к боли, к правде без прикрас. А автограф остался со своей сюитой, как аристократ на перу, куда пришли все в джинсах и кожаных куртках. Не хуже, просто не свой. И тут ирония истории. 13 июня 85 года. Телемост Live 8. 2 миллиарда человек у экранов по всему миру. И кто представляет Советский Союз в этом грандиозном международном действии? Не кино, не Алиса, не новые бунтари, а именно автограф. Единственные 2 песни, прямой эфир через спутник, Лондон, Нью-Йорк, Москва и голос Беркута, летящий сквозь океаны и континенты. Тот момент, когда дома их уже почти забыли, мир их услышал. Услышал ту самую музыку, которую чиновники называли слишком сложной, а публика слишком далекой. Остановись по эту сторону добра. Страшней, чем горе без ума. Горе от ума. Песня 85. Камеры, софиты, студия и автограф. Снова перед объективом, не как бунтари, не как подпольщики, а как музыканты, которых наконец начали замечать не только ценители, но и те, кто считает деньги. Турне одно за другим, Венгрия, Чехословакия, еще куда-то. Хотя, как признавались сами музыканты, в Венгрии пришлось нелегко, холодноватый прием, а вот в Чехословакии там их встречали как своих, как людей, говорящих на одном языке. А потом май 86-го, 30 мая. День, когда музыка стала не развлечением, а жестом солидарности. Концерт «Счет номер 904». Сбор в пользу пострадавших от чернобыльской трагедии. На одной сцене целая эпоха. Михаил Ульянов, чей голос был голосом советской нации. Алла Пугачева, королевой советской эстрады. Александр Градский, тот самый мост между классикой и роком. Круиз, Браво и автограф. Не в качестве чужих, не как дань моде, а как равные, как часть большой семьи, которая в трудный час собралась вместе. Не слышат, не видят тень твою, но попадают
86 год. Фирма «Мелодия» — это самая неприступная цитадель официального звука. Наконец-то выпускает первый диск автографа. Составлен он из лучших вещей тех самых магнитоальбомов, что ходили по рукам как сам издат. Но знаете, друзья, какая горькая ирония истории. Dream is over. Те самые слова, что прозвучали после гибели Джона Леннона, их можно было бы вынести эпиграфом на обложку этого диска. Не потому, что мечта закончилась, а потому, что этот диск лежал годами на столе редакторов «Мелодии». Лежал и пылился, пока авторы текстов Мария Пушкина, ну и другие отказывались изменить пару строчек в монологе и полностью переписать песню «Корабль». Принцип, упрямство? Нет, просто достоинство. То самое, что не купишь ни за какие гонорары. Представьте себе абсурд. Группа имеет профессиональный статус, числится в штате Москонцерта, гастролирует по Европе, а за целых 7 лет официально издан лишь один сингл да пара композиций в сборниках. Смешно, плакать хочется. А музыканты между тем втихомолку, можно сказать полулегально, записывают 3 магнитоальбома. 3! Такова была реальность. Чтобы остаться собой, приходилось прятаться, даже будучи своими. Но жизнь, как всегда, берет свое. В конце 86-го в группу приходят новые люди. Сергей Мазаев, вокал саксофона из ВИА «Здравствуй, песня», да-да, из того самого ВИА, где пели про синий платочек и майские зори. И Руслан Волонин, клавишный и программирование из группы «Москва». И тут вспоминаются слова самой Марии Пушкиной. Второй клавишник был необходим группе как воздух. Леонид Макаревич был великолепным пианистом, но требовался знающий синтезаторщик, владеющий к тому же мастерством современных аранжировок. Но пустыни нор, огни горят, на причалах нет людей. В этот ранний час люди крепко спят, будет трудный день. Целый день бегут, ищут и спешат, в суматохе разных дел, чтобы успеть, до ночи. И ложатся спать, думая о том, что корабль опять придет. И нужно встать к рассвету. Июль 87 года. Москва. Лужники. Или точнее Рок-н-ролл саммит. Советско-американский концерт, который тогда казался чем-то из области фантастики. Представьте картину: на одной сцене Джеймс Тейлор со своей акустической гитарой и тихим голосом, Карлос Сантана с его огненным звуком, Doobie Brothers и автограф. Московские ребята, выросшие на подвальных репетициях у автозаводской, вдруг на равных с американскими звездами. Не как экзотика, не как «посмотрите, у них тоже есть гитары», а как музыканты. Те самые, что понимают язык рока без перевода. А уже в августе Сопот, Польша. Фестиваль «Ве Европа слушает новое» и автограф «Вторая премия». Приз журналистов, приз радио и телевидения. Но главное не награды. Главное встреча. Встреча с американской певицей Мэри Ди. Заключительная песня фестиваля, и вместе рука об руку. Голоса переплетаются. И эта встреча меняет все. Менеджер Мэри Ди не отпускает идею. Этих ребят надо слышать. И в Москву прилетает представитель Capitol Records. И 5 лет контракта, 5 лет вперед через океан. Но, друзья, знаете ли вы, что ценнее контракта? Это зал, настоящий, живой, с людьми, которые аплодируют не из вежливости, а потому что слышат. Австрия, Дания, Финляндия, ФРГ, Канада – везде одно и то же. Сначала любопытство, потом тишина, а затем взрыв. Потому что музыка автографа не нуждалась в паспорте, она говорила сама за себя. И февраль 87-го, Монреаль, фестиваль «Рандеву», по программе 2 гала-концерта. Но интерес к советским рок-музыкантам оказался столь велик, что импресарио, человек обычно сдержанный, подходит к ним после выступления и говорит: «Ребята, давайте сольный концерт в Спектруме, самый престижный зал города». И что было дальше? Триумф.
4 выхода на бис. Люди не уходили, стояли, хлопали, кричали «Браво!». На следующий день Колизей на 14 тысяч мест. В одной программе канадцы Глаз Тайгер, тогдашние короли хит-парадов, и легендарный Чикаго. И автограф не на задворках афиши, а как равные партнеры. Ты был сотворен из добра и зла. Так оставь все зло в прожитом вчера. Шаг замедли на свой мир, взгляни. На исходе век разум дай тебе, что ты не шаг, этот век в огне. Был момент, правда короткий, как вспышка магния, когда автограф сравнивали с Genesis и Yes. Представляете, московские ребята в одном ряду с Питером Гэбриэлом и Джоном Андерсоном. Но это было справедливо. Та же сложность аранжировок, тот же интеллектуальный подход к року, та же вера в то, что музыка — это не просто ритм для ног, а архитектура души. Но, друзья, знаете ли вы, в чем трагедия артиста? В том, что публика не любит мастерство, она любит созвучие. И когда после 1986 года рок в СССР наконец-то вышел из подполья, не из подвала автозаводской, а на главные сцены, он пришел не один. За ним шла волна, грубая, честная, без прикрас. Кино, Алиса, зоопарк, музыка, которая не спрашивала разрешения, не искала одобрения у худсовета, а просто кричала правду. И публика, уставшая от изысков, бросилась к этой правде. А автограф остался со своей безупречной техникой, со своим академизмом, как аристократ на площади, где народ танцует вальс под гитару. Они все чаще уезжали за границу. Но и там парадокс. Их уважали, аплодировали, но не любили. Не потому, что музыка была плохой, она была не своей. Для Запада слишком советская. Для Советского Союза слишком западная. И в этой прорехе между мирами группа, как корабль без порта, медленно теряла курс. И в мае 88-го уходит Леонид Макаревич, тот самый, кто написал «Разговор с Леонардо да Винчи». Песню, где каждая нота дышала эпохой Возрождения, где музыкальная мысль была тоньше кисти великого мастера. Но он ушел не со злостью, с тихой грустью, который понял, его идеи больше не находят отклика. Не потому, что они устарели, а потому, что время изменило слух. Стало слушать не умом, а сердцем. А сердце, как известно, не всегда ценит виртуозность. Оно ценит искренность. После очередных гастролей по Америке, по тем самым штатам, где каждый звук проходит через фильтр коммерции, звук автографа стал меняться. Не резко, не болезненно, а постепенно, как осенний лист, который не замечает, как теряет зелень. Профессионально сыгранный, безупречно аранжированный альбом Oriented Rock, как говорили тогда на Западе. Рафинированный, гладкий, с бархатными балладами и лирическими песнями, где острые углы метафор сглажены до блеска. Музыка для радио, музыка для масс, музыка уже не та. И вот 89-й год, альбом «Каменный край». Название как предчувствие. Сотрудничество с поэтом Сергеем Патрушевым. Запись часть в Москве, в Дворце молодежи, и часть в Лос-Анджелесе, в студии Тракс. Представляете, контраст. И в этом контрасте сама судьба группы между двумя мирами не принадлежала ни одному полностью. Осенью того же года новые гастроли. ФРГ, США, Швейцария и уход. Сергей Мазаев,
Виктор Михалин ушли тихо, не с громким скандалом, а с той самой усталой улыбкой людей, которые поняли, поезд уже тронулся, а они остались на перроне. За барабаны сел Сергей Креницын, новый человек, новое дыхание, но, знаете, друзья, барабаны — это ритм, а ритм эпохи уже сменился. И новый барабанщик, как бы талантлив он ни был, не мог вернуть то, что ушло вместе с ушедшими. Весна 90-го года. Город Ульяновск. Гостиничный номер, обычный, советский, с ободранными обоями и запахом стирального порошка. И там без драмы, без скандала, без прощального концерта на стадионе тихо угасает легендарная группа «Автограф». Не умерла, угасла, как свеча, у которой просто кончился воск. Ни от ветра, ни от чьей-то руки, просто время вышло. Сам Леонид Гудкин позже скажет с той мудростью, что приходит только с годами. Мы записали, на мой взгляд, один из самых успешных наших альбомов «Каменный край». Но 3 года работы над ним изнурили нас. 11 лет группы — это не шутка. И в какой-то момент мы просто почувствовали: пусто. Решили взять паузу. Полгода, год. Кто-то хотел реализовать сольные проекты. Но за этот год случилось то, чего никто не ждал. Союз рухнул. Часть музыкантов оказалась за границей. То, что мы планировали сделать здесь, стало невозможно. А сольные проекты разрослись. Так что мы не расставались со скандалами. Мы до сих пор дружим, перезваниваемся, встречаемся, когда выпадает возможность. Впоследствии было несколько попыток вернуть коллектив на сцену, но все они не увенчались успехом. Но вот что интересно, друзья, время, этот великий цензор, поставила «Автограф» на свое место. Ту самую группу, которую в конце 80-х называли устаревшей, слишком академичной, не своей для эпохи социального рока, сегодня слушают иначе. Сегодня слышат тот симбиоз консервативного образования и любви к King Crimson. Ту полифонию, где каждая нота продумана, каждый текст выстрадан. Сегодня понимают, они не уступили цензуре, не продались коммерции, они просто играли честно, умно и достойно. «Автограф» не оставил после себя скандалов, разбитых гитар и горьких интервью. Он оставил музыку и уважение к друг другу спустя десятилетия. А это, поверьте, ценнее любой славы. Знаете, однажды кто-то мудрый сказал: настоящее искусство — это то, что не стареет, а лишь ждет своего времени. «Автограф» ждал и дождался.